14 августа 1942 года. Северо-Западный фронт. Идут ожесточенные бои в Старорусском районе у деревни Сутоки. Линия фронта здесь изломана, перемешана, каждый метр земли полит кровью. 528-й стрелковый полк 130-й стрелковой дивизии держит оборону против наседающих частей вермахта. Среди бойцов снайперская пара – Наталья Ковшова и Мария Поливанова. Обеим по 21 году. Обе москвички, подруги, вместе ушедшие на фронт. Вместе окончившие снайперскую школу. Вместе уничтожившие десятки врагов. И вместе шагнувшие в вечность. Наталья Венедиктовна Ковшова. Дочь старого большевика, внучка известного революционера-подпольщика. До войны работала в тресте Оргавиапром, готовилась поступать в авиационный институт. Мечтала строить самолеты, а стала сбивать тех, кто на них летает. Высокая, статная, с твердым характером и спокойным, даже холодным взглядом. Мария Поливанова – ее полная противоположность. Маленькая, порывистая, смешливая. Но в бою они были единым организмом. Снайперская винтовка Натальи била без промаха, а Мария прикрывала, высматривала цели, подавала патроны. На их общем счету к середине августа около 300 уничтоженных фашистов. Их имена знал весь Северо-Западный фронт. Противник на этом участке – части 16-й немецкой армии группы армий «Север», а именно подразделение 126-й пехотной дивизии. Немцы, отчаянно цепляющиеся за каждый рубеж, понимают – если старая Русса падет, фронт посыплется. Они контратакуют яростно, волнами, не считая потерь. Их снайперы специально охотятся за советскими стрелками. За головы Натальи и Марии уже наверняка назначена награда. Рассвет. Немецкая артиллерия обрушивает на позиции полка шквал огня. Земля встает дыбом. Сразу после артподготовки в атаку поднимается пехота. Их много, очень много. Они идут при поддержке танков и пулеметов. Советские бойцы несут тяжелые потери. Один за другим замолкают пулеметные расчеты. Ряды обороняющихся тают на глазах. Снайперская ячейка Ковшовой и Поливановой становится одной из последних огневых точек на этом рубеже. Наталья методично, как в тире, выцеливает офицеров и пулеметчиков. Выстрел, пауза, снова выстрел. Один за другим падают вражеские солдаты. 20, 30, 40. Мария подает винтовки, перезаряжает, корректирует огонь. Они работают как идеально отлаженный механизм, но кольцо окружения сжимается. Патроны на исходе. Раненых все больше. Командир взвода убит. Из всего подразделения в живых остается горстка бойцов, и почти все раненые. И вот наступает момент, когда патроны заканчиваются совсем. Немцы, почувствовав это, подходят ближе. Они уже не стреляют. Они хотят взять дерзких снайперов живыми. Их лица видны отчетливо. Возбужденные, злые, предвкушающие. Кто-то кричит по-русски с акцентом: «Рус, сдавайся! Девушка, жить будешь!» В ответ тишина. Тогда Наталья принимает решение. У них остались 2 гранаты, всего 2. Одна у нее, одна у Марии. Они переглядываются, без слов. Они все понимают. Они были вместе в Москве, вместе на фронте. Вместе уничтожили 300 врагов. Они не могли поступить иначе. Когда немцы подходят вплотную, окружая их со всех сторон, 2 девушки поднимаются во весь рост. В руках гранаты с вырванными чеками. Секунда тишины. Кто-то из немцев, осознав происходящее, кричит и бросается назад. Поздно. Один взрыв, второй. И тишина. Вот как описывает этот подвиг наградной лист, подписанный командованием 130-й стрелковой дивизии и хранящийся в Центральном архиве Министерства обороны. Будучи окруженными превосходящими силами противника, Ковшова и Поливанова, израсходовав все боеприпасы, не пожелали сдаться в плен и взорвали себя гранатами вместе с окружившими их гитлеровцами. Уничтожили при этом до взвода вражеской пехоты. До взвода – это примерно 30 человек за один миг. Финальный аккорд боя, который уже некому было записать на счет. Советские бойцы, подоспевшие на помощь и отбившие позицию, увидели страшную картину. Перепаханная взрывами земля, тела врагов вокруг воронки и 2 девушки, лежащие рядом друг с другом, словно обнявшись перед смертью. Их лица были спокойны. Они сделали все, что могли, и даже больше. 14 февраля 1943 года указом Президиума Верховного Совета СССР Наталье Венедиктовне Ковшовой и Марии Семеновне Поливановой было посмертно присвоено звание Героев Советского Союза.
Они стали первыми женщинами-снайперами, удостоенными этого звания. Первыми, но не последними. Их подвиг облетел все фронты. О них писали газеты, слагали стихи, их именами называли снайперские винтовки, выходящие из заводов. Но среди поисковиков, работавших в тех местах уже после войны, долго ходила одна легенда. Говорили, что когда саперы разминировали поле у деревни Сутоки, один пожилой местный житель, видевший тот бой издалека, рассказывал странную вещь. Будто бы в последний момент, перед самым взрывом, одна из девушек что-то крикнула. Не проклятие, не мольбу. Она крикнула «Мама». И в этом слове было все. И говорят, что этот крик до сих пор иногда слышат в ветреные ночи над рекой Полисть. Мы не знаем, правда ли это, но снайперы, предпочтившие смерть в плену и унесшие с собой до взвода врагов, в подтверждении этой легенды не нуждаются. Их подвиг говорит сам за себя, громче любого крика, громче любой легенды. Они сделали выбор, они не колебались. Помни, цени, будь достоин.